быть счастливым. He has the most beautiful wife. У него самая красивая жена. He has the most beautiful business. У него самый красивый бизнес. He has a wonderful organization. Организация потрясающая. So what reason would he have not to be happy? То какие что-то есть еще причины, чтобы быть несчастливым? He only has so many reasons to be happy. У него столько причин быть счастливым. You know, yesterday something happened. Знаете, вчера что-то случилось. Hi, Mama. О, привет, мама. It's Ina's mama. Это мама Инны. I have to say hello to her. Я должна поздороваться на что-то. So, we were talking about Studio Line. Мы говорили о Studio Line. And I thought that is a good opportunity for me to really see what Studio Line does. Это потрясающая возможность для меня понять, что делает Studio Line. So, no, this is the wrong picture. Так, это не та фотография. Извините. We need to go back to the first one. Нам надо вернуться к первой. Okay. Да. So, really, this is when I woke up this morning and I had my breakfast. Я сегодня проснулась, позавтракала. I have decided not to put much makeup on. И решила, да не буду я краситься сегодня. So I said to Ina, we need somebody who will do my makeup today. Я ей сказала, Инна, мне надо, чтобы кто-то меня сегодня накрасил. And Ina organized at the expo. И Инна организовала там на выставке. And I said to the girl, И я сказала девушке, make some really nice blue colors. добавь мне немножко красивых синих тонов. And she said to me, no. Она сказала, нет. I make you look nude. Я вас сделаю так, чтобы вы природно выглядели. And it will look good on stage. И это будет выглядеть потрясающе на сцене. Now, nude in Germany means you have nothing on. На немецком, если перевести нейтральные тона, это выходит, что ты на сцене голый. Imagine me on stage with nothing on. Ну вот представьте, что я здесь в неглиже. And I thought, oh, what's she going to do to my face? И я думаю, боже, что она с моим лицом сделает? But I think the result is pretty good. Но мне кажется, результат очень даже ничего. I have seen the Instagrams. Я видела в Инстаграме. And my friends from all over around the world are cool. И все мои знакомые, я уже запостила в Инстаграме фотографии, все говорят, шикарно, тебе так идет. And now Ina said, you have to talk about your age. И Инна говорит, да, поговорите о возрасте. Now I can easily talk about my age. Если честно, то я с удовольствием всегда говорю о своем возрасте. Because I don't feel like that. Потому что я не чувствую эти года I'm вообще. 73 years old. Мне 73. I have 7 children. We have 17 grandchildren. У меня 17 внуков. Number 18 is coming. 18 на подходе. And I'm happy. И я счастлива. Now Oleg was talking about Ina not wanting to do sports. Вот тут Олег говорил, что Инна там не хотела спортом Now I can заниматься, understand да? that. О, я понимаю. My husband always had to drive me to when shopping. А всегда мой муж меня возил, когда им надо было за покупками. And I always expect him to stop right at the door of the shop. Я всегда ожидала, что он должен остановиться прямо перед дверями магазина. Gives me more time to shop. Мне дает больше возможностей за покупками. And he could pick me up at the shop again. И он меня там же может забрать. But then I had one problem one day. Но одна проблема у меня случилась однажды. I have a very, very good friend in Korea. У меня есть очень хороший друг в Корее. And he was at the Marines in the United States. Он был морским котиком в США. Which is one of the toughest type of military. Это одна из самых сложных профессий военных в военном деле. And we were talking one day, and Leonard said to me, Eva, what are you going to do with all your money when you die? И он меня спросил, Ева, что ты сделаешь с теми деньгами, которые ты заработала, когда ты умрешь? And I said, you don't have to worry about this. Он говорит, да не волнуйся об этом. He said, but you will die soon if you don't do something. Он говорит, да нет, надо волноваться, потому что если ты ничем не будешь сейчас заниматься, то скоро довольно уйдешь. I really didn't think I need to do something. Мне действительно не сильно хотелось чем-то заниматься, чтобы не умереть. But then he started talking to me what I need to do. Но потом он начал говорить, что же мне надо сделать. Sports. Спорт. He realized pretty soon that makes no sense to me. Он сразу понял, наверное, потом,
это для меня не сильно So he сыграло. decided that we should enjoy going to Paris together. Тогда он решил, говорит, давай съездим в Париж. Now, as we were friends, we decided we're going to Paris together. Ну, как мы были друзьями, поэтому решили, ну хорошо, съездим в Париж Because вместе. he wanted to do a marathon. Почему? Потому что он хотел там пробежать марафон. It probably was the worst day in Paris I ever had. Возможно, это был самый ужасный день в Париже, который я It когда-либо was видела. raining, raining, raining. Шел дождь, шел и шел. And he was doing his marathon. А он бежал свой марафон. I thought, he is an idiot. Я подумала, господи, идиот, не мне. So then we met him at the finish line. А потом мы встречаем его на финишной прямой. Of course, at the finish line in Paris with a marathon, you will never get a taxi. Естественно, на финишной прямой уже в конце, добежав марафон в Париже, в тот день такси точно не сложится. So we went on the underground. Поэтому мы спустились в метро. I'm scared of closed up rooms. Я боюсь замкнутых помещений. And if you look at any of my houses, you find they're all open. Если посмотрите на фотографии моего дома, там везде открытое no пространство. doors. У меня нету дверей. I even rent in a hotel 2 rooms. Я даже в отеле 2 комнаты всегда снимаю. So I don't feel like I'm locked in. Чтобы у меня не было ощущения, что я замкнута. So we go in the underground. Мы спускаемся в метро. And we get out at the hotel. И мы выходим около отеля. And I was looking for my purse in my handbag. И я смотрю, где же моя сумочка? No passport, Ни паспорта, no purse. ни сумочки. They robbed everything in the underground. Они все у меня украли. It was a wonderful day and a wonderful experience in Paris. Это был потрясающий опыт Парижа. So, you know, everybody's so crowded, but people are really trained on stealing in the underground. Потому что там так много людей, все стоят один к одному, но люди умеют воровать там. But then we had a wonderful cruise ship, which we rented privately for Leonard and us to go on a cruise on the Seine in Paris. Но потом у нас был круиз, мы специально наняли. So we had a very good finish. То есть у нас было отличное завершение поездки, начало было не. So I figured if Leonard had this horrible experience in Paris, we should give him a better one. Поэтому я подумала, что если такой вот опыт уже у него был не очень So we положительный, invited Leonard and his wife Esther поэтому мы пригласили его с его женой Эстер to come in September to Berlin. приехать в сентябре в Берлин. And there was the marathon in Berlin. В Берлине был марафон. Best experience. Наилучший опыт его жизни. Weather was beautiful. Потрясающая погода. We had rented a beautiful ship for the river in Berlin. Потрясающий корабль наняли, чтобы потом покататься. And there was Leonard with his big medal. И был Ленард там со своей большой медалью. And I thought he's an idiot. И я опять подумала, Who would really want to do that? 42 kilometers running like an idiot. кто захочет 42 километра тащиться и бежать как идиот? Leonard didn't say much. Ленард ничего много нам не говорил. But we were guest speaker for him 2 weeks later in Seoul. Но в Сеуле мы были приглашены выступить на его And I мероприятии. see in Seoul a picture of my husband. И я вижу тут в Сеуле фотографию No, моего first I see мужа. a picture of Leonard А нет, я сначала вижу фотографию with his Ленарда big medal с from его Berlin. большой медалью. And then the next picture is, and on that picture it says, I'm a marathon man. И на картинке внизу написано «Я марафонец». And the next picture is my husband А на следующей картинке мой with Leonard's medal с медалью Ленарда. and said, me too. И написано «Я тоже». And I thought, oh no, Leonard, Я Peter will never do a И я marathon. думаю, да нет, Питер никогда не побежит So марафон. the day after we get to the airport, На следующий день мы в аэропорту, Leonard sits with my husband. и говорит Ленард моему мужу. And they were talking about marathon. И они разговаривают о марафоне. And Peter says to Leonard, И Питер I will говорит, do a marathon with you. я побегу марафон с тобой. And I thought, is my husband stupid? И я думаю, господи, неужели он настолько глуп? He had a heart attack. У него был приступ. He's not practicing. Он не тренируется. I will never train with him. Я никогда не буду с ним But he тренироваться. says to Leonard he will do a marathon. Но Леонард, он говорит, что он побежит марафон.
So I say to my husband, Я говорю мужу, when are you going to start training? ну когда ты начнешь заниматься? He said later. Он говорит, да позже. So end of October. Конца октября. He never said which year he will do that Он marathon. никогда не сказал, в каком году он побежит этот марафон. So that was his good excuse. Это было его хорошее оправдание. Wishful thinking. То есть, знаете, так, Wishes are very easy if you do not put a date to it. мечтать очень легко, если вы четкую дату этой мечты How не many times указываете. did I hear from people what they're going to do? Сколько я слышу, как часто от людей, что они вот это сделают, That they're going ruby, что они станут рубинами, they go emerald, что они станут they go diamond. бриллиантами. But they never tell me when. Но они никогда не говорят мне когда. As long as you don't put a date to it, Если ты не ставишь дату в своей мечте, it's only wishful thinking. это просто мечта без ничего. The minute you put a date, Точку, когда ты ставишь точку во времени, it becomes a goal. она становится целью. So as I know my husband very well, Так как я очень хорошо знаю we're married for a long time. потому что мы женаты очень Our давно. oldest daughter is 52. Нашей старшей дочери 52. So I know exactly that he will not start anything unless I start. Поэтому я знаю, что он ничего не начнет, пока я это So I figured Поэтому if he wants to do a marathon maybe in a year, я решила, если он через год хочет he better start training now. то ему надо лучше начать тренироваться уже сейчас. It's like in the airline business, if you want to become a platinum, Это точно так же, как и BMW. Если хочешь стать платиной, you do not become a platinum overnight. ты за 24 часа в сутки не сделаешь. You have to start working and every day and practicing every day and every day and every day. Тебе надо работать каждый день, каждый божий день. So I figured, Я подумала, if he doesn't start, I start. если он не начнет, So I was the first one training, Поэтому первая начала тренироваться and я. I hated it. И я ненавидела каждую минуту. But it didn't take long. Но недолго заняло это. My husband, I didn't even ask him, Я его даже не просила. and I never need to ask him. Так мне никогда не надо его просить. If I start something stupid, he will follow me. Если я что-то дурное начинаю He is делать, the best husband in он the world. сразу же повторит. Лучший муж в мире. And I think he's the happiest husband in the world, Мне кажется, что он самый счастливый. and the luckiest husband in the world. И тому, кому больше всех повезло. So he just follows me. Он просто следует за мной. And I tell you something, it's never been bad for him. И я хочу вам сказать, для него это плохо никогда. It's always been good for him. Это всегда для него хорошо. So we go to Honolulu together. Поэтому мы поехали вместе в Гонолулу. In October, he had said he will do a marathon with Leonard. В Without a октябре он date. сказал Ленарду, что он будет бежать марафон без даты. So I figured in December I could do 10 kilometers. В декабре я подумала, хорошо, 10 километров я осилю. Your mama is Russell. Дайте мне, And пожалуйста. so I said to Leonard, I will do 10 kilometers and you do the marathon. Я пробегу 10 километров в той гонке, а ты пробеги уже марафон. So then I meet somebody. No, I don't like that. Thank you. You're very good to me. Очень добрый. Sit down. Sit down. I can drink my water alone. Я могу сама выпить водичку. So I was planning to do the 10 kilometers. Я планировала пробежать 10 километров. And then I meet somebody, А потом я встретила кого-то. a man so fat, Мужчина, He was a очень doctor. крупный, он был доктором. from Nutrilite. Нутрилайт. And he said they're doing half a marathon. И поэтому он сказал, что он бежит полумарафон. And I looked at him Полумарафон. Я посмотрела на and I него thought, if he can do half a marathon, и подумала, ладно, если уж он может So пробежать can I. полумарафон, то я уж точно пробегу. okay? I go to my husband and said, I will do half a marathon tomorrow. Я пришла к мужу, говорю, так, слушай, завтра бегу полумарафон. I've trained 2 months. 2 месяца для этого And тренировалась. my husband said to me, there is no half marathon in Honolulu. А муж говорит, да нет уж, в Гонолулу полумарафона не бежат. And I said, А я говорю, there will be a way because the people from Nutrilite are doing a half marathon. потому что люди из Нутрилайт, они-то бегут полумарафон.
полумарафон. And Peter said, there is no half marathon. А он говорит, Питер говорит, нету But полумарафона. I figured the Nutrilite people will find a way how to do the half marathon. Я подумала, да нет, ну из Нутрилайта люди там, они поймут, как пробежать So полумарафон. the next morning На следующее утро, at 4 o'clock, в 4 часа we утра, go to the starting point. мы идем на начальный пункт, точку отчета. And we started. И мы начали. So we get to the half point, Мы до середины добегаем, 21 kilometers, 21 километр, and ask the Nutrilite и people, спрашиваем Нутрилайт, how are we getting home? а как домой добраться? They said, they don't know. Они не знают. So I figured, stupid. И я поняла, господи, So what do? что мне делать? I have two options. У меня два варианта. I walk back Я могу пройти назад or I walk forward. или пробежать вперед. Same. Те же самые 21 So I километр. figured I go forward. Ну решила, ну вперед буду уже. Oh boy. О So господи. that was an experience. Это был опыт. I get to the finish point. Когда я добралась до финиша, All my feet were bleeding. мои ноги кровили. My shoes were full of blood. То есть я до крови стерла And the все person свои who was ноги. not there А at the человека, finish которого line не было, на waiting for me финише не ждал меня никто на was финише. my husband. Его не было. Это не So, было моего же мужа. I walked back Я from the вернулась. finish line to the Hilton Hotel, which is another 3 kilometers. Я прошла от финишной линии до Хилтона, от отеля Хилтон 3 километра. And I get up in the room, Я поднимаюсь в комнату. and there's my husband laying on the bed, И вот мой муж лежит на кровати. me with my bleeding feet. Я со своими ногами в крови. I didn't know how to walk one more step, Я не знала, как шаг ступить. and all he says, А все, что он говорит, I told you there is no half marathon. я тебе говорил, полумарафона нет. I could have tell him. Я про это тебе говорил. That was probably the only time in my life Это был единственный раз, когда я готова была that I wanted to divorce him. Я хотела с ним развестись, честное слово. It was horrible. Это было ужасно. I sit there, Yes, my yes. feet are still bleeding. I can't even bend down to open my shoes. Мои ноги в крови. Я даже не могу наклониться к этим ногам. And he lays on the bed. А он лежит на кровати. Now you will have things like that in your Amway business happening as well. Ну, в МВ такое бывает, происходит. So what you do? Что ты делаешь в МВ? Quit or what? Что, ты бросаешься? Life goes on. Да нет, жизнь продолжается. I'll tell you what we did. Я скажу, что мы сделали. That night, that evening, В тот вечер my husband went to around the Hilton Hotel пошел в отель Хилтон and he bought a balalaika, и купил ukulele. купил укулеле. Ну, Then he comes все to the балалайки. room Возвращается в and he комнату starts playing love songs. и начинает Now what играть мне can you do when you are so любовные mad песни. and furious Ну что можно сделать? Я так на него зла была. and he comes with a new ukulele and plays love songs? А он приходит с укулеле и Oh серенады boy. исполняет. You can't be mad for a long time. Да нет, на такого нельзя долго. We're still together. Мы все еще вместе. And you know, a few years later, or maybe 20 years later, Через несколько лет, да ладно, через 20 лет, наверное, I- после этого. we did a marathon with our son David. Мы пробежали марафон с нашим сыном Дэвидом. Many of you know David. He Многие lives in знают Russia. Дэвида. Он живет в России. David weighs about 50 kilos too much today, I think. На данный момент, мне кажется, у него лишних где-то But for a 50 short period of килограмм. life, I got him to do one marathon with us. Но в определенный отрезок его жизни я его заставила все-таки пробежать марафон с нами. And we lived again at the Hilton. Мы опять же остановились в Хилтоне. But I knew I have to do something better for him. Я знала, что мне для него надо что-то получше. You cannot get a taxi on a marathon day in Honolulu. В Гонолулу такси So можно не I ждать в rented день a марафона. limousine. Поэтому я наняла So лимузин. Richard Stevens
Stevens, the manager of Russia, Ричард Стивенсон, And менеджер David. в России, and his Дэвид, wife его Maya, жена Майя, and my husband and me. и мой муж и я. We drove to the starting point with a limousine. Мы приехали на старт в лимузине. Can you imagine any stupid idiot doing something like this, going to a marathon in a big stretch limousine? Вы можете себе такое представить, несуразицу? Едем на лимузине на марафон. But David did it. Но Дэвид сделал это. And I don't think he wants to do it right now. Я не знаю, что сделал, либо пробежал бы он сейчас или нет, вряд ли. But at least you lead by example. Но, по крайней мере, вы ведете своим Never примером людей. expect anything from anybody what you haven't done before. То есть не ожидайте, что кто-то сделает что-то, чего вы And не it's the сделали same thing in your раньше. business. То же самое в бизнесе. Never expect anything from anybody what you have not done before. Не ожидайте от других, что они сделают что-то, чего вы не делали до этого. And I want to congratulate every one of you newcomers. И я хочу поздравить каждого, кто здесь находится You are so впервые. lucky. Вам так повезло, Because this is a business потому что это бизнес, where you're never alone. где вы никогда не бываете одни. In this business, nobody expects you to do something which has not been proven by themselves. В этом бизнесе никто не ожидает от вас, что вы будете делать то, чего они не делали до этого. In this business, you will always have somebody who is already experienced. Всегда в этом бизнесе будет тот, кто это уже прошел. And you're never going to be alone. И вы никогда не будете одни. We were with Amway in Sydney in February this year В этом году в Сиднее мы были на МВ мероприятии, on a diamond trip. на поездке для бриллиантов. And after we came home, После того, как мы вернулись домой, I found an advertisement я нашла рекламу about a cruise. про круиз. My husband and me, we always love to go on cruises Мы обожаем ездить в круизы с мужем. because all I need to do is drop one suitcase, Потому что все, что мне надо сделать, это сбросить never have to чемодан. pack and unpack, Не надо ни паковаться, ни распаковываться. and that's what I like. И это гениально. Один раз и все. So I see this advertisement, Я вижу эту рекламу. 34 days 34 дня from Vancouver, из Ванкувера, all the Hawaiian Islands, все Гавайские острова, Tahiti, Bora Bora, Таити, Бора-Бора, Moorea, Maui is already Hawaii, это же and then Гавайи. going to New Zealand and later on to Sydney. Новая Зеландия, а потом уже в Сидней. So I said, oh, we could do that. Я говорю, так можем поехать. So we decided we're going 34 days in September to October Поэтому решили, что с on сентября this до long октября cruise. 34 дня мы едем в этот длинный круиз. Second time in Sydney in this year. Во второй раз в Сиднее будем в этом году. So I leave the office Я уезжаю из офиса in the beginning of September, в начале сентября, and my office manager says, don't worry about anything. и менеджер наш говорит, да ладно, не волнуйтесь ни о чем. We will solve all the problems. Мы все проблемы решим. Don't even open your emails. Даже не открывайте имейлы. Don't worry. Не волнуйтесь. Okay. Хорошо. We get on the flight to Vancouver. Мы садимся в самолет до Ванкувера. Now the problem is Проблема. I must be addicted, Я, по-моему, зависима немного. or I have somehow feelings for things. Или у меня какое-то чувство есть, шестое. I get to Vancouver. Мы приезжаем в I Ванкувер. open my emails. Я открываю свою почту. No, first I open my Нет. WhatsApp. Сначала открыла WhatsApp. First one was David. Сначала звонил Дэвид, Second one was my son Peter. потом Питер, мой сын, And third was my Mexican friends. а третий это знакомого в Мексике. I read my Mexican friend first, Я первый читаю письмо от мексиканского and they друга. say, so sorry for your big loss. И они говорят, господи, мы так сожалеем I вашей thought, what потери. big loss? Я думаю, господи, I какая what потеря? happened? Что произошло? Then I opened David's email, Потом открываю письмо от and Дэвида. I knew what happened. И я узнаю, что And I произошло. had Peter's email, И после этого Питера имейл. and I knew one thing, Я знаю единственное, we are что, definitely not going on the cruise. что мы точно не едем в круиз. Because we read the message that Rich DeVos had died. Мы прочитали о том, что умер Рич Девос. 11 months before,
11 месяцев до этого we had been in Grand Rapids мы были в Гранд-Рапидс, because Helen DeVos had died. потому что умерла And Хелен. exactly 11 months later, we got the message Rich had died. А через 11 месяцев сообщение о Риче. So we knew the most important thing was we would be there to pay our respect to the man who really influenced millions and billions of people's lives. Поэтому мы поняли, что единственное, что мы можем и обязаны сделать, это быть там, чтобы отдать дань уважения человеку, который изменил миллионы жизней. 60 years ago, Rich DeVos and Shaven Endel were started the Amway business. 60 лет назад они начали бизнес Amway. We started in 1976, Мы начали наш бизнес в 1976 году, 42 years ago. 42 года назад. The Amway business was such a little small thing. Тогда Amway было что-то совершенно At небольшое. that time, there was existing only America, Тогда Canada, существовала только Америка, Australia, Канада, Австралия, UK, Великобритания. and Germany had been just opened half a year before. И полгода до этого момента открылся рынок в Германии. The total volume of Общий, Amway after all these years общий объем после этих всех лет Amway in these 5 countries в этих 5 странах was only был только $300 million. 300 тысяч миллионов We долларов. were really there from the beginning. Мы были в самом начале And этого бизнеса. at that time, И в тот момент it was like a little small family. 300 тысяч. И это была небольшая семья. When I look at Amway management today and all the employees all around the world, Когда я смотрю сейчас It на is всю unbelievable. семью Amway и менеджеров, это невероятно. when we started, Germany had 1 person running the office. В Германии, когда мы начинали, был всего лишь 1 человек в офисе. And they had 2 1. rooms. У нас было 2 комнаты, And they had a basement. Down in the basement, they had products. а внизу в подвале у них были продукты. UK was such a bad market, nobody even was talking about it. Великобритания была такой ужасный рынок, что даже никто не говорил о нем. And they had only opened it because they spoke English. Они открыли, Amway открыли там бизнес только потому, что там по-английски But there was говорили. no volume there. Объемов вообще There was никаких no не leaders было. there. Не было лидеров. Nothing was happening in Там UK. ничего не происходило в Великобритании. So we started in March, Мы начали в марте, and in September в сентябре we had the first convention in Germany. у нас была первая конвенция в Германии. And Rich DeVos was the main speaker. И Рич Давос был главным спикером. And this was my first picture from Rich DeVos. Это была моя первая фотография с Ричем. This is my youngest sister. Это моя младшая сестра. She is 18 years younger than me, Она на 18 лет младше меня. and her husband. И ее муж. They were always laughing about us idiots Они всегда над нами смеялись, над идиотами, doing this stupid business, которые занимались этим дурацким because бизнесом. there were 2 people who were professors at the university, Потому что они были 2 профессора из and университета. now they were selling soap. А вот было 2 профессора из университета, а теперь они Everybody продают. thought we were idiots. То есть они считали, что мы просто идиоты. And it was not so easy to tell people that this is much more than selling soap. А это было не так просто в то время объяснять, что мы не просто Now мыло imagine продаем. my sister's husband И теперь представьте себе, мой was муж 19 years old. ему было 19 лет, He was a truck driver, он водил грузовик, and he was telling me always how stupid I was. и он мне постоянно твердил, что я вообще So then, не соображаю ничего. my husband got this brilliant idea И потом у моего мужа родилась гениальная идея to invite him to this convention in Frankfurt. пригласить его на эту конвенцию в Франкфурте. And I will never forget that day. Я никогда не забуду этот день. Now, Frankfurt Airport 40 years ago 40 лет назад франкфуртский аэропорт was next to nothing. это было ничто. There was a hotel called Sheraton. Был один отель Шератон. You could walk really all around the airport. At that time, it was such a small, tiny airport. Был Ada would have not got lost. аэропорт был настолько маленький, что ты
ты обошел бы его за несколько минут, и на ты бы не потерял. And my 19-year-old brother-in-law И мой 19-летний дед, parked this big truck он приехал на этом right in front of the entrance of the на Sheraton огромном hotel. своем этом грузовике, приезжает прямо перед отелем, к отелю Шератон. They had no interest in the Amway business. Он абсолютно не интересовался бизнесом МВ. But I introduced them, I took them and I said, I'll introduce you to Rich DeVos. Но я его беру за руку и говорю, так, слушай, я тебя I was знакомлю so с excited to meet Rich Ричардом. DeVos myself. Я была настолько впечатлена этой возможностью познакомиться с ним сама. And I said to Rich, these are my next platinums. Я говорю Ричарду, это моя следующая платина, точно. They didn't even have 3% at that time. У них в то время и 3% не было. And it was one thing. Rich had 2 watches. У Рича было два Rolex на одной руке и на второй. One hand he had the American time, and one arm he had the German time. На одной руке было американское время выставлено, на второй по And my германскому. 19-year-old brother-in-law И мой 19-летний родственник was so impressed that somebody could have 2 Rolex. был настолько впечатлен, что у кого-то может быть 2 Ролекса. And that was the reason why he started the business. Он начал бизнес именно из-за этого. You know, out of this line Вы знаете, с этой линии comes Dobler. доблеры ходят. Out of this line, Из этой линии there is 6 crown ambassadors. у нас 6 коронованных послов. All from my sister. Все от моей сестры. And only И только because Rich DeVos из-за того, had 2 Rolex. что у Рича Давоса было 2 And Ролекса. only because I believed in my sister. И только из-за того, что я верила в свою She never сестру. believed in herself. Она в себя не верила вообще. But I knew something would come out of it. Но я знала, что это должно сработать. And in all our life, since we're in this business, И всю нашу жизнь, начиная с того I времени, must когда say, мы в МВ, out of everything, something will come out. я If you верю, believe in it, and if you stick to it, and if you never give up. я верю, что обязательно сработает, если ты веришь в свою, что если у тебя есть мечта, если ты веришь в нее и не оступишься. That was our first meeting with Rich. Это была наша первая встреча с Ричем. Over the period of the years, we met with Rich and Helen hundreds of times. За этот период времени мы встречались сотни раз с And Ричем. we became very, very, very big friends. Мы стали очень-очень близкими друзьями. In 1984, В 1984-м we took 5,000 ABOs from Germany alone to Ada, Michigan. мы привезли 5000 НПА из Германии, только из Германии в Мичиган. And that was a world record, Это был мировой рекорд, which never has been broken. который до сегодня никто не смог And победить. every day Rich DeVos stood at the airport, И каждый день Рич стоял у аэропорта, greeting the next plane coming in. встречая следующий и следующий Because самолет, когда они every day we прилетали. had 2 planes coming, Потому что каждый день прилетало And 2 two planes самолета, leaving. и 2 самолета улетало. and that's what we did for 16 days. И 16 дней подряд у нас была такая рутина. Мы приезжали в аэропорт встречать по два самолета. So НПА. just a few pictures Несколько фотографий, showing Rich and us together. где мы и Рич вместе. That was when Rich introduced FAA in Scotland. Это тогда, когда МВ пришел в Шотландию, когда Рич его представил МВ в Шотландии. Together, Вместе we have learned to meet our very best friends in this business through Rich DeVos. мы познакомились с людьми, которые стали нам близкими друзьями, именно благодаря Ричу. And I don't think as many people who were having pictures with Rich DeVos embracing him. Я не думаю, что у кого-то есть больше фотографий, где кто-то обнимает Рича, чем у нас. And that is one of the latest pictures. Это одни из последних фотографий. That was in Orlando. Орландо снято.
And this is the very, very latest picture А это самая последняя фотография, we have with Rich DeVos. которая у нас есть с Ричардом. This picture was taken in December last year, Эта фотография сделана в декабре прошлого года. and it's the last picture any distributor ever had seen Rich DeVos. Это фотография последняя, где видно, где какой-либо дистрибьютор был показан с Ричем DeVos. We were so lucky to visit him in his home. Нам очень повезло, что мы смогли побывать у него And the дома. amazing thing is, И потрясающее то, he was the most humble person I've ever met in my life. что он был настолько человеком, понимающим и готовым помочь. He was a multi-billionaire. Он был миллиардер, мультимиллиардер. But his home Но его дом has not changed in 40 years. за 40 лет не He still изменился. lived in the same home as what he had 40 years before. Он жил все в том же доме, в котором жил 40 лет назад. The day after, he became an infection. На следующий день у него развилась инфекция. And he never really recovered. И на самом деле он после этого уже не выздоровел. And I realized this time in September in church И в это время, примерно в сентябре, в церкви я поняла, how important we must have been for him. насколько важны мы были для него. In this church,